Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня мы обсудим одну очень интересную темку. Ролик, скорее всего, будет не длинный, но вы все равно присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофеек и погнали разберем. Сколько же комиссий мы платим при торговле роботами, и правда ли, что биржа с этого зарабатывает нереальные деньги, а мы получаем только жалкие крохи? И вообще, зачем биржи создали этих гребаных ботов? Это же явно какая-то теория заговора, да, что биржи по-любому нас раздевают до нитки на этих ботах. В общем, давайте обо всем этом и немножечко поподробнее. Итак, с чего вообще все началось? Вот такой вот комментарий я буквально сегодня увидел и подумал, ну почему бы, собственно, не ответить таким видосиком небольшим. Несколько раз задавался вопрос, и не только мной, но и другими, о том, сколько теряется денег на транзакциях ботами, которые их совершают в течение месяца тысячи. Биржи на этих транзакциях зарабатывают, иначе зачем тратить деньги на создание собственных ботов? А вы продолжаете молчать, как рыба об лед. И все, кто рекламирует ботов, все как один отмалчиваются от вопроса комиссии и их многотысячных транзакциях. А вопрос очень важен. Нужно знать, какой процент улетает в трубу. Вот такой вот комментарий. Давайте же разберемся, сколько мы денег платим с торговлей ботами. Узнать это можно абсолютно разными способами. Можно сложным, можно очень простым. Если брать очень простой, то мы видим, что 30-дневный объем торгов у меня, да, 425 тысяч долларов на данный момент. То есть что-то около 5 биткоинов, да. Нам нужно взять калькулятор, 425 тысяч долларов, да, у нас получается. И нам нужно посмотреть непосредственно тарифы на торговлю, комиссионные. А комиссионные мы видим, что у меня третий VIP, да, и Maker 002, Taker 0048. Напомню, что Maker это у нас лимитные ордера, то есть мы make создаем, да, лимитные ордера, а Take мы берем, и это у нас рыночные ордера. Грид-боты торгуют непосредственно мейкером, то есть лимитными ордерами. Они выставляют лимиточки, то есть все наши гриды это лимиточки. Лимиточки выставляются как на покупку, так и на продажу, и в общем грид-бот работает только мейкером. И нам нужно просто узнать, сколько от объема 425 тысяч будет 0,02% собственно торговых комиссий. Это самый простой способ, как мы можем узнать, сколько мы тратим денег. И путем простых вычислений мы получаем, что я потратил 85 долларов комиссионных за месяц своей торговли. Ну и количество сделок мы видим, да, вот здесь, к примеру. И что по доходности? Если я заплатил 85 долларов комиссий, что у меня по доходности? А по доходности, собственно, вот у меня закрытый бот, который был создан 7 апреля, закрыт 12 апреля. Заработал он 546 долларов, к примеру. Вот это 24 марта открыт, закрыт 7 апреля, заработано 269 долларов. То есть сегодня у нас 16 апреля, этот был создан 24-го, мы все еще даже влазим в этот самый месяц объема торгов, которые он мне написал, да, то есть мы, по идее, с 16 марта по сегодняшний день можем смотреть. Мы смотрим с 24 марта, и тут вот заработано, к примеру, там 810 вроде долларов. Это уже реализованного PNL. Плюс у меня запущены еще вот такие боты, которые на данный момент не закрыты. Но давайте мы можем пойти еще сложным путем и, например, посчитать, сколько потрачено комиссий, к примеру, вот на этом боте. Почему не на этом? Потому что я сюда добавлял инвестиции, и нужно высчитывать, сколько сделок было совершено до добавления инвестиций, да, и сколько было сделано сделок после добавления инвестиций, потому что у нас получается разное количество контрактов, да, то есть если сейчас 45, то раньше было меньше контрактов. Это слишком сложно, в общем-то. Но почему бы не посмотреть, сколько потрачено комиссий с вот этого конкретного бота, да, потому что все равно 85 долларов мы посчитали, что было вообще со всех ботов там заплачено за месяц. Давайте просто посмотрим, сколько вот конкретно с вот этого бота, к примеру, было заплачено комиссия, потому что он был только создан, никакие инвестиции в него не добавлялись. Для этого нам нужно что? Во-первых, у нас здесь имеется количество контрактов, да, то есть мы имеем 32 контракта
каждом нашем гриде. Если мы вот сюда вот переместимся, мы видим, что у нас размер контракта 0,301 биткоин. 0,301 биткоин умножаем на 32 и умножаем на цену там 83 760, да. Получается, что данный конкретный бот, ну, это не точная цифра, потому что 32 контракта на разных уровнях цены, да, будут стоить разное количество USDT. Поэтому это приблизительный подсчет. Потому что, к сожалению, нет статистики, ну, по которой мы можем посмотреть. Ой, более точно, сколько у нас наколотил бот. Сейчас я еще с телефона перепроверю на всякий случай, а то я, может, фигней занимаюсь. Так, к сожалению, по отдельному боту я не могу посмотреть, какой был объем торговли. Но снова же, 268 тысяч долларов, это пусть будет даже по максималке, да, то есть количество сделок у нас 1262. Вот, и у нас выходит, что мы могли потратить с этого конкретного бота максимум комиссии там на 50 долларов. Но это тоже абсолютно грубые подсчеты. То есть, снова же, кстати говоря, некоторые люди пишут, что да вот, у вас бот постоянно работает, у него открыты же постоянно, типа, ордера, и он платит просто космические деньги за непосредственно ставку финансирования, да. Также еще давайте в этом же ролике разобьем заблуждение по ставке финансирования. У нас ставка финансирования вот здесь пишется. И мы видим, что поставки финансирования у нас то в плюс, то в минус. Это, конечно, все можно отдельно посчитать, но, как мы видим, ставка финансирования у нас считается там раз в 8 часов. И раз в 8 часов 20 центов, 20 центов, 12 центов, 35 центов. То есть это снова же копейки. К тому же ставка финансирования частенько бывает еще и в обратную сторону. Плюс 50 центов, плюс 49 центов там, да. Ну, справедливости ради, тут вот минус 42, да, есть также. То есть это снова же копейки. И еще одно дополнение, я также хочу предоставить скриншот, по которому, в принципе, все можно даже еще проще посмотреть. Это я вот сейчас из этого же бота буквально 4 минуты назад сделал скриншот, да, 494. Вот мы видим 494 грид прибыли, и здесь вот 494. Смотрите, у нас здесь имеется торговая комиссия за покупку и торговая комиссия за продажу. Здесь имеется торговая комиссия за покупку, вот она за покупку, и торговая комиссия за продажу. То есть это 10 центов покупка плюс продажа. Но прибыль с каждого такого грида у нас почти 2 доллара. Ну, то есть, кстати говоря, если добавить эти 10 центов, то получится 2 доллара с копейками, да, то есть у нас фиксируется, но за счет минуса комиссии мы получаем, собственно, 1,94. То есть, если мы в процентах сейчас посчитаем, да, то есть тут почти 2, а тут 1, да, то есть получается примерно 5% мы платим торговых комиссий. То есть просто любой отдельный грид мы вот считаем, да, 2 доллара прибыли, 10 центов комиссия. 5% получается мы отдаем бирже за то, что биржа нас, скажем так, кормит, да. При этом смотрите, какие профиты у нас здесь. Сколько реализованного PNL уже. То есть отдавать 5%, но это как бы абсолютно не жалко, я бы сказал. Так что развеян очередной миф. Нужно, знаете, наверное, отдельную рубрику завести. Это развеиваем мифы о грид-ботах. Вот, пожалуйста, миф развеян, что платятся просто конские огромные комиссии, да. Торговля фьючерсами вообще намного лучше торговли спотом за счет того, что мы платим меньше комиссий, потому что если посмотреть на комиссии, которые платятся спотовой торговле, да, то там как раз-таки получается, что при подобной же спотовой грид торговле платятся комиссиями, там при шаге грида примерно в 1% мы платим 20% комиссии. Здесь, получается, мы платим 5% комиссии. Если что-то неправильно посчитал, то, пожалуйста, пишите в комментариях под этим роликом, будет интересно почитать. Также пишите в комментариях, какие другие вы хотели бы развеять мифы о торговле грид-ботами, да, или там TTA-ботами. В общем, пишите мифы, будем развеивать. В общем, биржа зарабатывает свои комиссии, во-первых, на нашей роботизированной торговле. Во-вторых, мы в какой-то степени выступаем там маркетмейкером, да. Мы просто свои заявки отправляем в стакан, то есть мы добавляем свои объемы к объему стакана,
мы участвуем в торговле на бирже, причем торгуя по стакану, мы делаем бирже только огромный плюс. И биржа от этого только сильнее за счет того, что у нас выставлено, грубо говоря, большое количество лимитных ордеров. Если кто-то там решит, зайдет и просто 200 биткоинов попробует по рынку продать, то есть в первую очередь там маркетмейкеры, потом уже мы, огромное количество вот этих вот работоргующих людей, весь этот объем будем, естественно, выкупать. То есть мы помогаем бирже, вот почему бирже это выгодно. То есть снова же человек не понимает, типа, зачем биржа создала продукт, который позволяет зарабатывать, типа, вам, а не самой себе. Биржа как раз-таки и создала для себя очень удобный продукт, потому что мы в стакан выставляем огромнейшее количество лимитных ордеров, которые участвуют в торговле. Плюс объемы торгов, это рейтинги для бирж, да, то есть для тех же самых CoinMarketCap и так далее. Это все складывается, это все очень круто. И это мы хорошо зарабатываем на грид-ботах, да, то есть в нашей академии, кстати говоря, ссылочка в академию в описании, до 4 мая успевайте вступить, потому что потом бессрочный доступ как минимум подорожает в 2 раза, а вообще обычная подписка станет помесячной, и вам придется каждый месяц ее заново оплачивать. Те, кто зайдут, естественно, до 4 мая, никто никого не будет выгонять, бессрочная подписка так и останется. Также спасибо за просмотр, лайк, комментарий, подписочка на канал. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.